Сегодня мы поговорим о паразитах при гнездной аллопеции с комментарием врача-дерматолога-трихолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну, тогда начнем. Паразиты при гнездной аллопеции. Очень часто уже после первого обращения к врачу с диагнозом гнездная аллопеция назначаются целые списки анализов, включая обследование на глистов, как главных виновников недуга. Но все больше в литературе появляется данных о полезной в данном случае роли паразитов. Гельминты и молекулы, полученные из них, как выяснилось, обладают иммунорегуляторной способностью. Согласно гигиенической гипотезе, улучшение наших условий жизни и повсеместная чистота привели к тому, что в развитых странах неуклонно растет число аллергических и аутоиммунных заболеваний, что связывается с отсутствием воздействия микроорганизмов. Так, на примере развития бронхиальной астмы было установлено, что заболеваемость аллергической формой бронхиальной астмы у детей, подвергшихся воздействию разнообразных бактерий в детстве, существенно ниже, чем у детей с ограниченным бактериальным воздействием. В экспериментах было показано, что некоторые виды паразитов, в частности Trichinella spiralis, снижали уровень ИВ-гамма и повышали уровень IL-4, 10 и антител ЭГ, что может изменить восприимчивость к Th1 клеточным иммунным реакциям, имеющим ведущую роль при гнездной аллопеции. Молекулы из Schistosoma mansonii и Asp-Ensylpstoma caninum тоже противодействовали ИВ-гамма и IL-12, способствуя высвобождению противовоспалительного IL-10. Другие паразитозы влияли и на Т2 иммунный ответ, в результате чего увеличивалась продукция слизи бакаловидными клетками кишечника, благотворно влияя на состав местного микробиома, в результате чего увеличивалась выработка ацетата и бутирата микрофлорой кишечника, которые тоже имеют противовоспалительный эффект. Не зря при аутоиммунных патологиях нельзя пренебрегать диетой, благотворной для микрофлоры. Однако полученные результаты зависят от конкретного вида гельминта и гельминтной нагрузки. Так, например, заражение Ascaris lumbricoides напротив увеличивает риск развития неаллергической бронхиальной астмы. К счастью, заражаться паразитом специально не придется. Для лечебных целей уже идентифицированы некоторые конкретные молекулы гельминтного происхождения, которые могут вызывать более стабильный и контролируемый иммунный ответ в отличие от целого паразита. Так что не за горами и новые группы препаратов от целого класса воспалительных заболеваний. Также сообщалось, что выделенные молекулы помогали излечить у животных такие заболевания, как ревматоидный артрит, воспалительные заболевания кишечника, устранялись патологии почек при системной волчанке, предотвращалось псориатическое поражение кожи. В работе по лечению псориаза отмечалось снижение уровней ИВ-гамма, увеличение IL-13 и снижение CD8 плюс Т-клеток в лимфоузлах после воздействия гликана гельминта, что также будет иметь значение и для лечения гнездной аллопеции. Если все же подтвердился паразитоз, конечно, его надо лечить. Но в большинстве случаев проведение клинико-лабораторных исследований с целью подтверждения гнездной аллопеции не требуется. Чаще всего заболевание не является симптомом других патологий. Гнездная аллопеция под влиянием паразитов встречается не чаще, чем от других редких причин. Например, описывалась связь гнездной аллопеции с инфицированием Helicobacter pylori или с манифестацией сахарного диабета. Так что все дополнительные обследования уже должны назначаться по показаниям. Риск заболевания увеличивается при отягощенной наследственности. Если у кого-то из кровных родственников имелась гнездная аллопеция, при наличии других аутоиммунных патологий, псориаз, заболевания щитовидной железы, витилиго, при бронхиальной астме и атопическом дерматите, при курении в течение 10 лет и более, наибольший риск при выкуривании более 5 сигарет в день, но даже при наличии этих факторов не факт, что гнездная аллопеция разовьется. Ссылки на все исследования я закреплю под видео. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна.
Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!